Привет, друзья! В 8 класс пришла новая учительница математики, вот предложила эту задачу и фактически завалила. Сильный, ну, практически профильный. 8 класс. Что дано? В прямоугольном треугольнике высота, проведенная гипотенузе, делит биссектрису, проведенную катету. На отрезке длины 9,6 и нужно найти площадь этого треугольника. Вроде бы ничего сложного. Давайте дадим буквы. А, Б, С. Биссектриса АК, высота СH, точка их пересечения М, и вот АМ отрезок равен 9, МК равен 6. Ну и ищем площадь и смотрим, все-таки олимпиадная задачка или нет. Мне кажется, эта задача тысячи возможностей. Здесь очень много, я вижу, направлений решений, поскольку здесь много подобных треугольников, пар подобных треугольников. Мне понадобится подобие треугольников, теорема Пифагора и вот эта замечательная теорема. Я напомню, что это фактически 8 класс, и теоремка о свойстве биссектрисы доказывается в 8 классе. О чем она говорит? Давайте возьму жирный шрифт, а вы напишите, нормально ли жирный шрифт смотрится на ваших смартфонах. Биссектриса треугольника делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам. Х относится к y как А к b. Вот она как раз доказывается. Там можно методом площадей, опустив из основания биссектрисы высоты, а можно теоремой Фалеса обобщенной или теоремой о пропорциональных отрезках. Ну, во-первых, высота в прямоугольном треугольнике, проведенная гипотенузе, делит этот треугольник на два подобных между собой малых, и они же подобны большому этому треугольнику. Там все дело по двум углам. И вот я рассмотрю два треугольничка, я выделю их. Вот треугольник AHC и треугольник ABC. Они, естественно, подобны между собой. Ну, почему? Ну, потому что у них угол А общий, верно? Вот этот уголок общий. Запишу первым действием, что треугольник AHC подобен треугольнику ACB. ACB. Что следует отсюда? Пропорциональность соответствующих сторон и, внимание, пропорциональность всех соответствующих элементов, соответствующих высот, биссектрис, медиан и любых соответствующих отрезков. У нас получается, что АМ – это биссектриса в малом треугольнике AHC, а АК – биссектриса в большом. Тогда меня интересует отношение их гипотенуз. То есть вот АС относится к АБ, как биссектриса АМ относится к биссектрисе АК. Точно. Гипотенузы этих подобных треугольников относятся как соответствующие биссектрисы. То есть АС относится к АБ, как АМ относится к АК. Ну, АМ равно 9. А АК 9 плюс 6 – 15. Ну, могу написать 9 плюс 6, чтобы не думали, откуда это взялось. Получается 9 к 15 или 3 к 5 после сокращения. Или я напишу еще 6 к 10, мне так удобно. Поэтому напишу, что это 6х у меня, а вот это у меня 10х. Ну и нужно найти ЦБ. ЦБ. Ну, я тут же, давайте в этом действии по теореме Пифагора найду ЦБ. ЦБ будет равно корню квадратному из 10х в квадрате, хотя многие уже видят тут Пифагорову троечку 3, 4, 5, ну не все их знают. Сейчас вообще, мне кажется, в школе их редко рассматривают. Напишите, если вы учитель или ученик, рассматривают ли у вас Пифагоровы троечки. 8х. Все. У нас треугольник 6х, 8х, 10х. И в нем проведена биссектриса АК. Я замечу, что биссектриса, согласно нашей теореме, делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам. Вот. И мы применим это свойство. То есть ЦК относится к КБ. Второе действие ЦК относится к КБ по нашей теореме, как АС к АБ. АС к АБ. АС к АБ это 6х 10х или как 3 к 5, верно? Ну, легко понять, что 8х нужно разделить в отношении 3 к 5. Тогда ЦК будет 3х, а КБ 5х. Понятно, почему я взял 6 к 10? Чтобы красиво разделить 8х в заданном отношении. А дальше что? А дальше я рассмотрю вот этот треугольничек. У него известна гипотенуза, она 15. Ну и катеты 3х и 6х. Можно составить теорему Пифагора. Беру синий цвет.
и говорю, к треугольнику АЦК я применяю теорему Пифагора. Получается 3х в квадрате плюс 6х в квадрате равно 15 в квадрате. Да, 9 плюс 36 – 45, х в квадрате. А здесь запишу 15 умножить на 15 для удобства сокращения. 15 сокращу слева тройка, тройка и 15 пятерка. Х в квадрате равно 5. Сам х не буду находить. Мне же нужна только площадь, а сам х не нужен. Вот некоторые зрители меня критикуют, зачем я нахожу х. Ну ладно, для порядка. Четвертое действие. Площадь треугольника АБС прямоугольного равна половине произведения катетов. Вот формула. То есть 6х умножить на 8х и разделить пополам. Это будет 24х в квадрате. Вот почему не нужно было находить х. А 24 умножить на 5 – это 120. И наша задача решена. Ответ 120. Мы пришли к цели. Но все-таки мне кажется, что задача носит олимпиадный характер. Напишите, как вы думаете, это все-таки задача повышенной сложности для 8 класса или олимпиадная. А я с вами прощаюсь. Рад был видеть вас сегодня. Вот, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.